Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать из розетки удлинитель. Для этого нам понадобится: первое, это утики или плоскогубцы. Они нужны для того, чтобы распрямить алюминиевый провод. Кусачки, отвертка для того, чтобы можно было ковыряться, раскручивать, скручивать удлинитель, а также раскручивать, скручивать клемму. Она должна быть тоненькая. Индикатор, либо тестер, изолента и канцелярский нож. Из материала нам потребуется кабель ПВС 2 на 1,5. Он выдержит нагрузку в 4 кВт мощности. Тройник для переноски и клеммы, которыми мы подключимся к алюминиевому кабелю, который находится у нас в стене. Разбираем тройник нашей переноски. Внутри удлинителя мы видим клеммы, которые спрятаны в пластик. Для того, чтобы к ним подключиться, у нас есть вот один болтик с одной стороны и болтик с другой стороны. На эти два болтика нам нужно подсоединить наш кабель ПВС 2 на 1,5. Откручиваем эти болты. Теперь отмеряем длину кабеля, которая нам понадобится для того, чтобы подсоединиться к нашему первому болтику и к нашему второму болтику. Приблизительно зачистку проведу вот здесь. Слегка утапливаем ножик в изоляцию и плавненько проводим по кругу. Очень важно не перерубить провода, которые находятся внутри, поэтому канавка должна быть очень неглубокой. После этого слегка утапливаем ножик в изоляцию как раз возле нашего надреза и ведем легкий надрез, обязательно маленький, чтобы не достать до кабелей внутри, практически до самого конца. В самом конце мы кабель будем зачищать, и здесь можно сделать вот такой вот нюанс. Раз, и здесь кабель открывается. Теперь зачищаем провода самого провода. Провода не рекомендую скручивать, потому что если мы будем зажимать их в скрученном состоянии, то мы передавим жилки и половины этих проводов не будет сечения. Таким образом мы потеряем мощность, которую мы можем подключить на удлинитель. Теперь вставляем провода в отверстие. Чтобы проверить, плотно ли прикручен провод, нужно немножко его вот так подергать. Вставляем второй провод. Когда вы подключаете провода к удлинителю, старайтесь делать это так, чтобы отсюда выходил кабель уже с изоляцией, чтобы не торчали оголенные провода. Теперь собираем все в обратном порядке. Зачищаем кабель с обратной стороны, чтобы можно было подключиться к нашим клеммам. Кабель зачищен, теперь предлагаю разделить клеммы, чтобы легче было подкрутиться к проводам в розетке. Клеммы разделены, теперь переходим к розетке. Итак, проверяем, есть ли напряжение на проводах в розетке. Как мы видим, лампочка загорается. Это говорит о том, что напряжение присутствует. Второй способ можно проверить тестером. Для этого нужно прикоснуться к обоим проводам в режиме 750 переменного напряжения. Итак, подключаемся к двум проводам переменного напряжения. Видим напряжение в 200 вольт. Значит, напряжение в розетке присутствует. Идем отключать пробки. Так, снова проверяем напряжение. Проверяем индикатором. Лампочка не загорается. Либо же проверяем тестером. Напряжения нету, значит можно работать. Провода в розетке перед тем, как прикручивать к клеммам, желательно выровнять, чтобы они туда поместились.
Клеммы подключены. Теперь предлагаю заизолировать хотя бы одну клемму, для того, чтобы провода не касались друг друга. Почему одну? Потому что вторую будет заизолировать очень тяжело. Проводочек там короткий. Теперь клеммы друг с другом коротить не будут, одна из них у нас заизолирована. Включаем электричество и проверяем наш удлинитель. Проверяем напряжение. Здесь лампочка горит, здесь не горит. Значит, это у нас 0, а это у нас фаза. Проверяем тестером. 200 вольт. Переноска готова. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и вы увидите еще много полезного и интересного видео.